Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про неожиданный анонс новой масштабной MMORPG, самый большой апдейт за все время существования Throne and Liberty, грядущий первый сезон Terra's Land и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший маркер вашей поддержки. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Ребятки, если вы по какой-то неведомой мне причине до сих пор не определились с площадкой, которая позволит вам именно из наших широт прежде всего затариваться играми без всяких проблем, то у меня для вас хорошие новости даже. Во-первых, площадка, которая вам нужна, это определенно Keys for Gamers. Невероятное количество всевозможных предложений, новинки игровой индустрии, популярные игры, простая и быстрая покупка внутриигровой валюты, в том числе и в MMORPG, как оказалось. Здесь этот пункт тоже есть, 62 товара, и именно здесь я, кстати, окончательно для себя выяснил, что Fortnite это MMORPG. В скобочках, конечно же, нет, но это не отменяет того факта, что предложений здесь очень и очень много. Выбор обширен. Предстоящие релизы, игровые поинты, подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, очень много разного программного обеспечения, гифт-карты и многое-многое другое. Во-вторых, и это крайне важно, с нашим промокодом, вы никогда не догадаетесь каким, ГОХА, вы получаете еще и 20% скидку. И вот с этой самой 20% скидкой цены на Keys for Gamers становятся максимально сладкими. Ну а учитывая то, что эта площадка еще и торговая, более того, она прежде всего торговая, и торговаться здесь не то чтобы запрещено, это разрешено и поощряется, ну я не знаю, есть что-нибудь более сладкое, чем и так максимально сладкое? Вопрос, разумеется, риторический. Кроме того, на Keys for Gamers, разумеется, нет никаких сложностей с оплатой, в том числе имеется поддержка карт МИР. В общем, как вы понимаете, Keys for Gamers может существенно облегчить вам жизнь. Ссылка в описании и закрепленном комментарии, и не забывайте вводить промокод ГОХА, оно того точно стоит. Призраки Кольца в Ангмаре и Мордоре недавно обрели новую силу. Они начнут изгонять игроков, если бои на новых легендарных серверах Лотро станут слишком многолюдными. В ходе мероприятия Завеса 9 на новых легендарных серверах Властелина Колец Онлайн периодически появляются назгулы и меньшие призраки, пока игроки путешествуют по Средиземью. В то время как призраки были целью балансировки проходов и настроек, в последние недели Standing Stone Games объявила на форуме, что в более крупных событиях мирового масштаба, сражениях с назгулами, игроки будут изгнаны из битвы, чтобы помочь при загрузке сервера. В результате, если битва становится слишком многолюдной, игроки будут изгнаны из боя назгулом, хотя если призрак Кольца будет побежден, те, кто был изгнан, все равно получат зачет за победу. Седьмой галактический сезон The Greatest Bounty, новые миссии Date Night для компаньонов, новые предметы с рынка картелей – все это появилось в Star Wars The Old Republic вместе с обновлением 7.5.1. Арик Йорген и Ветта получат новые специальные миссии в рамках побочной сюжетной кампании. Если у вас роман с одним из этих персонажей и спутники доступны в истории вашего игрока, вы получите еженедельные миссии для свиданий. Со временем этот новый контент появится и у других романтических компаньонов. Независимо от того, играете ли вы на бесплатной или абонентской версии, вас ждут награды за участие в новом галактическом сезоне. Новый сезон также дебютирует вместе с событием Bounty Contract, в котором участвуют мировые боссы из события Dark vs. Light. Каждую неделю можно ожидать одного босса с темной и одного босса со светлой стороны. Одним из главных изменений в этом обновлении является модернизация процесса получения снаряжения, о которой команда объявила в прошлом месяце. Изменения включают в себя увеличение выбора наград за выполнение миссий, чтобы помочь игрокам со снаряжением. Частично это происходит благодаря возможности выбора между тайниками с улучшениями и дополнительной валютой. Кроме того, увеличится количество еженедельных миссий, которые вы можете выполнить, а также лимиты на валюту за прогресс. На рынке картеля, в свою очередь, как я уже сообщил, появились новые вкусняшки. Состоялся выход 43-го по счету обновления MMORPG The Elder Scrolls Online. U43 — это бесплатный патч, который особенно понравится любителям жилья для игроков. Обновление 43 представляет одну из самых долгожданных новых функций для любителей жилья в Тамриэле — Home Tours. С помощью Home Tours игроки смогут осмотреть полностью декорированные и персонализированные дома, принадлежащие игрокам. На вкладке «Рекомендуем» будут отображаться дома игроков, получившие наивысшую оценку, а также недавно созданные дома, что обеспечит легкий доступ для тех, кто заинтересован
заинтересован в просмотре выдающихся проектов. Игроки также могут добавить любой дом в избранное, что упрощает просмотр этих впечатляющих творений в любое время. Бесконечный архив также получает серьезное обновление. В подземелье появятся 2 новые арены. Игроков ждут 10 новых боссов, 8 новых стихов, 10 новых видений и новый аватар. В бой вступают мародеры и новые легендарные монстры. В русскоязычной версии фэнтезийной MMORPG Arcade открылся доступ к новому боевому пропуску к новым высотам, который предлагает игрокам различные награды. Он будет доступен до 15 декабря и имеет 2 пути – бесплатный и премиум. Активировать пропуск можно через календарь. Бесплатный доступ откроет возможность выполнения 3 основных типов заданий, за которые можно будет забирать награды из первой колонки. Главным призом станет титул 10 ранга Владыка Небес. Если же вы готовы потратить 1800 кристаллов за премиум доступ к новому боевому пропуску, то вам предоставляются расширенные возможности с еженедельным премиум испытанием и наградами из второй колонки, среди которых присутствуют заговоренная гадальная руна и глайдер Черный Орел. Состоялся релиз расширения Jantir Wilds для Guild Wars 2. Первая часть обновления добавляет новые карты, квесты, копье Кадана, открывающие новые линии мастерства для каждой профессии, обновленного маунта Warclaw и давно желанную возможность – жилье для игроков. После событий Secrets of the Obscure Тирия объединяется во имя защиты союзников. Игроки отправляются с дипломатической миссией в Джантир, где живут низы Кадан. Исследуя 2 новые карты расширения, вы сможете встретить новых союзников и, конечно, столкнуться с новыми опасностями. Благодаря функции Homesteads владельцы расширения получат участок земли и жилье, которое можно украсить и обустроить. В расширении появятся новые инструменты и более 300 предметов декора, с помощью которых вы сможете сделать свой дом индивидуальным. В каждом доме также есть конюшня, улучшаемые ресурсы и много места для ваших альтов. Вам также пригодится конюшня с маунтами, поскольку Warclaw больше не ограничивается соревнованиями World vs World. Обновленная версия маунта позволит вам исследовать открытый мир. Продолжайте тренировать свою большую кошку, чтобы она могла совершать многократные прыжки, вынюхивать сокровища и даже помогать в бою, пока вы атакуете верхом. Первая часть расширения также добавит обновленные награды Wizard's Vault, новые события с мировым боссом, групповое испытание на 50 игроков, в котором вам предстоит сразиться с титанами, и совершенно новый Convergence. Первый Convergence в Secrets of the Obscure был успешным, и теперь в Jantir Wilds появится новый инстанс на 50 игроков, в котором вы сможете сразиться с теми же титанами в новых совершенно разных испытаниях. 10-е расширение для World of Warcraft The War Within уже вышло в свет, но пока только для обладателей раннего доступа. The War Within открывает новую зону Кас Алгар. Игроки готовятся сразиться с силами бездны в новой главе World of Warcraft. Первое расширение в рамках продолжающейся саги World Soul Saga The War Within также включает в себя новую функцию отряды, экспедиции в норы и новый уровень прогрессии персонажей с талантами героев. Для тех, кто приобрел эпическое издание, физическое или цифровое, новейшее расширение Азерота уже открыло свои двери, ну а всем остальным придется терпеливо ждать полного релиза 26 августа. Российская версия MMORPG Lost Ark получила обновление «Модный сезон», посвященное кастомизации ваших персонажей, впрочем, не только. В игру был добавлен новый функционал «Книга образов». Это уникальное креативное пространство для всех игроков, которые хотят продемонстрировать свои потрясающие творения и поделиться ими с другими. Помимо прочего, в океане Гивены вас ждет загадочный остров Индиго, вокруг которого движется мистический водоворот. Помогите защитницам морских глубин остановить распространение древнего зла, пока не стало слишком поздно. Ну а перенос персонажей с сервера Процей на Кратос и Альдеран начнется 28 августа. В 2021 году состоялся первый этап закрытого альфа-тестирования MMORPG Ashes of Creation. Второй этап игроки, купившие наборы ранних доступов, ждут уже 3 года. Много стримов было проведено авторами, где они делились прогрессом разработки игры. Наконец, команда определила точные сроки второй альфы и опубликовала детальное расписание. Тестирование разделят на 3 фазы. Первая стартует с 25 октября, доступ будет открываться только по воскресеньям. Присоединиться к ней могут те, кто купил набор за $120. Повторно набор будут продавать с 1 по 8 ноября, но те, кто купит его в этот срок, присоединятся уже после 8 ноября, то есть с 25 октября стартуют те, кто купил наборы давно. Вторая фаза начнется 20 декабря, доступ в игру будет открыт 5 дней в неделю. В нее заходят те, кто приобрел набор за $110. Повторные продажи пройдут с 21 августа по 13 декабря. Третья же фаза начнется совсем не скоро, с 1 мая 2025 года, но доступ в игру будет круглосуточным.
бесконечны. Попасть в нее смогут владельцы наборов за $100. Повторная продажа также начинается с 21 августа и завершится 26 мая 2025 года. С моим мнением относительно всего вышеперечисленного можно ознакомиться в нашем недавнем видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили. На мероприятии Into the Infinite 2024 компания Level Infinite сообщила, что первый сезон в MMORPG Terraceland под названием Blight Dragon Elegy начнется в октябре 2024 года. Этот сезон привнесет в игру новый контент, включая сюжетную линию, в рамках которой игроки столкнутся со снежными львами и ледяным драконом. Действие развернется на новой территории Scardino Icefield, где расположены различные локации. В скором времени игрокам также предстоит погрузиться в приключения с добавлением новых рейдов в первом сезоне игры. Их там будет вроде 3 штуки. Кроме того, система оружия будет пересмотрена, а максимальный уровень персонажа поднимется до 50-го. Подробности об обновлениях будут раскрыты в ближайшее время. Согласно планам разработчиков, на днях для корейской MMORPG Throne and Liberty вышло масштабное обновление, принесшее с собой новый регион, новый контент, балансировочный патч, различные улучшения существующих систем, ивенты и прочее. Главным же событием, без сомнения, стал выход нового региона, Таландра. Максимально возможный уровень персонажа подняли с 50 до 55. Прокачавшись до 55 уровня, вы получите 5 дополнительных очков характеристик, а также плюс 10 ежедневных зарядов для контрактов. При этом каждой базовой характеристике добавили новый пассивный эффект. Он активируется при достижении значения в 70 очков. С новых мировых боссов и архибосса, разумеется, будет падать всякая вкусняха. Появился новый Т3 тир обычных подземелий. Всего планируется 5 таких данжей. Причем на текущем этапе доступно только одно такое подземелье, остальные будут появляться поочередно 4 сентября, 18 сентября, 2 октября и 16 октября соответственно. На арене начался первый PvP сезон под названием Regular Season 1, прошлись по мирным профессиям, накидали всякого во внутриигровой магазин и многое другое. Более подробно обо всем этом, а также о том, на какой сервер лучше всего перенести персонажа, можно узнать из нашего недавнего видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили. Знакомьтесь, Edge of Chaos, новая MMORPG в средневековом стиле от польской студии Metagravity. Игра была анонсирована некоторое время назад, а в преддверии выставки Gamescom 2024 разработчики показали свежий трейлер. Команда ставит перед собой достаточно амбициозные цели, заявляя о намерении создать игру, которая будет поддерживать до сотен тысяч игроков на одном шарде. В Edge of Chaos будет сделан акцент на выборе, так как в игре есть социальные и политические решения, которые будут зависеть от действий игроков как на коллективном уровне, так и в индивидуальном порядке. Обещают и привычные механики: сбора ресурсов, обучение ремеслу и улучшению предметов, строительство поселений и решение вопроса о том, стоит ли вам вообще править собственной вотчиной. Может быть, вам больше подходит верная служба сеньору, а свои амбиции вы можете реализовать отдельно. По мере того, как вы будете создавать предметы, они также будут питать экономику, добавляя еще один слой к выбору игрока. Кстати, подробностей по игре на удивление много. Очень скоро собираюсь посвятить ей отдельный ролик, так что держите руку на пульсе. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.